А мы приехали в Теслу. Не каждый электромосквич столько стоит, понимаешь? 25 тысяч. Вот это страна. А кто-то, возможно, поедет покататься, но я пока не скажу кто. Я думаю, в новых апдейтах там будет еще, может быть, какие-нибудь секс-услуги. Но попозже. Но немного попозже. Приветствую всех на канале. А куда мы приехали? Куда мы приехали? А мы приехали в Теслу. И мы приехали в Теслу не просто так, а нам дают Cybertruck. Вернее, не нам, а Саше покататься, поэтому мы немного подснимем и покатаемся на Cybertruck'е. Вот так всегда. Кто-то поедет виски пить, а я не поеду пить виски, потому что я не пью пока. Alright, Alexander, this is just a demo drive agreement. It says if you get any damage, you're responsible. If you get any ticket, you're responsible. Maximum miles you can go is 150 miles. That's the maximum miles you can drive. I'm really bad at converting. Then you can bring it back. Pokemon Rogue, so You can bring it back either tomorrow night. We have Dropbox. You can drop the key, or Monday morning before 9 a.m. Okay. All right. Perfect. Нам дядя рассказал, что нам можно, что нельзя, что мы за все несем ответственность. Но мы все поняли, запомнили и не будем нарушать. Это новенькая троечка. А вот он, X. Свеженький. Ну, в общем-то, в принципе, здесь то же самое, что мы уже давно-давно видели. Единственное, что экран не такой, и там чуть не такое. А в остальном для обычного пользователя, в общем-то, и нормально. О, Коль, смотри, это то, что я покупал, почти то же самое, да? Да. О, видишь? Model Y 25 920. 25 Пожалуйста. 920. Не каждый электромосквич столько стоит, понимаешь? 25 тысяч. Вот это страна. А это, наверное, будет стоить где-то 60. Да, идем за ключиками. Нам отдают машину, идем за ней. Вот он. Видишь? Разные колеса. Да, у них разные колеса. Никогда даже не видел. Я тоже не видел. Короче, дали нам Теслу. Сейчас мы вернем Сашу и Колю в ресторан. А кто-то, возможно, поедет покататься. Но я пока не скажу, кто. А, это Starlink, да? Я понял. На свет. Он просто огроменный, этот дворник. Он не влазит в этот самый, в объектив. Если таким по гребню дать, то будет больно. Вообще прикольно, блядь. Треугольное зеркало такое. А задние двери как открывать? А, вот так вот, да? Вау. Надо сидушку опустить. Тёмыч! Тёма! Артем, выходи! Суперсус, выходи! Мы можем завтра купить диван, перевести вот это все, что надо. Нам надо диван перевести, потом шитрок кому надо, понял, гипсокартон. Бедный Cybertruck. Ну, Артем где-то спрятался, блин, не видно его. Слушай, я могу на следующие выходные его взять. Короче, возвращаемся в ресторан. Так, где наш этот Ресент? Арагуй. Короче, в двух словах расскажу. Саша взял на длительный тест-драйв машину Cybertruck покататься, и мы ее берем в субботу вечером, а вернуть должны либо в воскресенье вечером, либо в понедельник до 9 утра. И у нас будет целое воскресенье, целый день, можно так сказать, чтобы покататься, потестировать, что-нибудь подснять. В общем, будем устраивать покатушки. Что-нибудь постараемся подснять для вас. Ну, понятно, что Cybertruck уже как бы все тестировали, все катались, все снимали, все рассказывали. Ну, а мы пока еще особо не катались, поэтому ничего такого нового, скорее всего, вы там не увидите, но, тем не менее, как говорится, нам еще продолжает быть интересно. Если быть честным, мне очень интересно заехать на Cybertruck'е в шап, открыть какие-нибудь каверы, капоты, багажники, снизу посмотреть. Просто интересно узнать, как он устроен более близко. Я-то, конечно, смотрел много разных обзоров, много видео и так далее, но сам-то и не видел еще
так все это поближе, так сказать. Поэтому остается все еще очень интересно самому там покопаться своими ручками, все потрогать и посмотреть, как там это все устроено и работает. Что-то Саши пока не видно. Наверное, он какой-то другой дорогой поехал, потому что мы с Колей уже на месте, а Саши пока нету. Ждем, а вот и Саша приехал. Сидишь внутри, как будто в маленьком Матизе. Даже не чувствуешь, что это такая громадная машина. Да? Правда, говорю. Сидишь, она управляемая просто. Она такая мягкая, что вот я тебе говорю, Да, очень очень Да? тихо, очень мягкая машина. Прикольно. Сейчас, когда покатаешься на ней, ты зарядку 27% надо дали пустую машину. Надо на суперчарджер заехать просто. Ну да. Садимся в Cybertruck. Очень непривычно, потому что я никогда на нем не ездил. Сейчас настрою под себя сидушечку. Но Саша сказал, что ему очень понравилось. И мне интересно, как будет ощущение. Но уже первые метры — это необычное ощущение. Это я вам могу сказать точно. Ты еще когда паркинг нажимаешь, я не знаю, здесь настроено так или по какой-то другой причине, но когда паркинг нажимаешь, она сразу пневму опускает вниз. Может быть, чтобы выходить было легче, я не знаю. В принципе, супер чего-то нового, скорее всего, я здесь не найду. Но что мне нужно сейчас? Да, в общем, в принципе, ничего не нужно. Я думаю, завтра мы устроим прям тест-драйв, по-светлому, по-видному. А сейчас я просто немного покатаюсь, привыкну к нему, наберусь каких-то ощущений. И, может быть, в конце сегодняшнего вечера, в конце сегодняшней поездки я пару комментариев своих каких-то дам. Потому что, скорее всего, завтра на ребятам нужно будет больше покататься. Потому что раз уж он попал сегодня ко мне, то, наверное, это время я постараюсь использовать максимально. Сегодня суббота вечер, все отдыхают, веселятся. А я, в принципе, не против потратить это время на покатушки на Cybertruck. Поэтому поеду немного покатаюсь. У нас заряда 27%, поэтому я думаю, почему бы для начала не поехать и не зарядиться на суперчарджере. Вернемся к навигации. Блин, вроде все так просто, а вроде все так и не просто. Где у нас навигация? Навигация. И поедем мы на Charging. Ближайший суперчарджер в Грув, Иллинойс, 5,1 миля. Погнали туда. Конечно, непривычная эта штука еще. Я выстроил маршрут на суперчарджер и уже слышу, как машина начинает усиленно греть батарею, чтобы скорость на суперчарджере была у меня побыстрее. Так, давайте двигаться по чуть-чуть. С поворотами, конечно, непривычно. Приехал я на суперчарджер. Пойдем сейчас поглядим. Так, наша зарядочка начинается или нет? Ждем. Ага, вот оно. Вот и пошла наша зарядочка, вот она. Charge лимит 80%, сейчас у нас 97 киловатт, 110 киловатт мощность заряда растет, 122, 134. Блин, ну быстро, конечно. 157. Посмотрим, какой максимум даст. На 25% на достаточно теплой батарейке. 193 киловатта. И мы начали заряжаться. В 7:37 мы начали заряжаться. У нас 26%. 177, немного уже падает мощность. Посмотрим, до скольки мы зарядимся, до 80%. Там ближе к 80, конечно, уже мощность будет падать, как это обычно и происходит при зарядках электромобилей. Ну, поглядим, насколько быстро мы будем заряжаться. Я сейчас посижу, покопаюсь немного в менюшке, потому что я ее тыкал, но всегда очень по-быстрому. Поэтому мне интересно поглядеть, что там к чему. И позже вернусь, покажу, что у нас по заряду. В общем, сижу, пока заряжаюсь, и параллельно клацаю менюшку. Что у нас здесь такого есть? В принципе, если ты пользовался Tesla, то все пункты меню, они тебе будут плюс более или менее понятные. Сразу как бы ощущается очень такая большая кликабельность экрана. То есть он очень хорошо откликается, очень быстро работает. Что у нас за машина? У нас Foundation версия. У нас версия двухмоторная, не трехмоторная, это не Cyberbeast. Такая вот у нее спецификация. То есть Air Suspension Adaptive, Audio System Premium, Full Cell Drive компьютер 4-й генерации, Heat Pump, компьютер Ryzen, соответственно, 16-вольтовый аккумулятор литий-ион. И вот передний мотор у нас Induction, а задний перманент магнит. Такая вот спецификация. Естественно, здесь FSD включен, Included Package, и Premium Connectivity. Прошивочка стоит 2024 45 32. Наверное, одна из последних или последняя, я здесь уже точно не скажу. В принципе, все. Поэтому по менюшке особо нет смысла, я думаю, там что-то искать.
запускать. Как бы мы стоим на зарядке уже, получается, 12 минут, и за 12 минут у нас уже получается 47%. То есть у нас было 25%, когда мы начали заряжаться, и за 12 минут зарядилось, получается, 17%. Скорость уже зарядки, конечно, немного падает, 146, и у нас 47% сейчас. Что еще можно сразу сказать, такие самые первые впечатления? Во-первых, несмотря на то, что машина большая, но она реально большая, нет ощущения, что машина большая. Сидишь в ней, и она управляется как будто бы обычный седан. Понятно, что он повыше, понятно, что есть в нем какой-то вес, но вот, допустим, когда я ездил как-то на Хаммере, на электрическом, там прям ощущается, что она огромная, она такая валкая где-то. Чувствуешь прям на такой огромной тяжелой машине едешь. Здесь такого ощущения нету. Понятно, все равно ты понимаешь, что машина большая, машина тяжелая, но прям такого явного ощущения, что это большая тяжелая машина, такого нет. Плюс, конечно, интересно steer-by-wire, так называемый, да, то есть здесь нет прямой связи между рулем и колесами, и вот это ощущение, когда ты чуть-чуть поворачиваешь руль, особенно медленно где-то, где разворачиваешься, а колеса у тебя максимум выворачиваются, оно поначалу, конечно, очень удивляет и непривычно немного, но, в принципе, ничего такого нету, чтобы быстро привыкнуть. Поэтому я поеду сегодня немного еще покатаюсь, и, может быть, еще позже что-нибудь подсниму и расскажу про свои ощущения. Продолжаем зарядку. Мы уже находимся здесь, получается, почти 20 минут, 18 минут заряжаемся, и у нас уже 71%, и осталось 8 минут до конца зарядки. Скорость упала до 90 киловатт, залили уже 57 киловатт. Такая вот информация. Еще 8 минут позаряжаюсь и поеду, наверное, в сторону дома, забегу быстренько домой, а потом продолжу свои вечерние субботние покатушки. И пока мы заряжаемся, можно включить какой-нибудь наш видосик с нашего канала. Почему бы и нет? Установилось. Я ухожу из твоей жизни. Сейчас пойдем кофе воровать бесплатно. Какого-то криминала или чего-то отличного пока не нашли. Если вы еще не посмотрели наше последнее видео на канале, то обязательно зайдите и посмотрите, потому что, как всегда, у нас интересно. В общем, почти уже зарядились, осталось 3 минуты, 77% уже. Скорость до сих пор держится зарядки 93 киловатта, 65 киловатт уже добавили, и мы стоим на зарядке где-то 33 минуты. Сейчас еще 3 минуты, и все. С 25% до 80% зарядились и поедем дальше. Все, зарядочка наша закончилась. Продолжаем наши субботние покатушки. Хоть у нас и не трехмоторный Cyber Beast, но ускоряется, я вам скажу, он прилично. Еду и немного тестирую автопилотик. И работает он прикольно. Интересно, что если ты смотришь на дорогу, не отвлекаешься, то в принципе он не просит браться за руль или что-то делать, что очень удобно. Здесь, в общем-то, как и на других машинах, вот автопилотик. Сейчас я, правда, стою на светофоре, поэтому по-другому выглядит. И здесь такая кнопочка на руле есть, можно нажимать и переключать режимы. Это вот заднее зеркало видит, а это его отключаешь. Прикольно, что вот Cybertruck вот он находится, и ты, в принципе, вот так вот можешь делать и видеть вокруг все машины и все, что происходит. Такая вот 3D камера 360. Прикольно на самом деле. Не успели мы на зеленую стрелочку проскочить, поэтому ждем. Вернее, не мы ждем, а автопилот ждет. Не, автопилот отрабатывает классно. В принципе, вообще вопросов никаких нет. Плавненько, даже достаточно сложные какие-то маневры он, в принципе, выполняет без проблем. Допустим, моя подписка на FSD уже закончилась бесплатная, но, если честно, я за месяц достаточно привык к использованию автопилота в повседневной жизни. И я думаю, скорее всего, я буду подписываться за $100 в месяц, потому что это реально удобно и мне на самом деле нравится. Так, для сравнения, Model S и Cybertruck. Все-таки он огромный. Как ни крути. Короче, что хочется сказать. Покатался я на машине, наверное, примерно часа 2 или 3. И какие вот у меня первые такие эмоции? Во-первых, машина достаточно комфортна. Из-за того, что, наверное, она тяжелая, у нее достаточно большие колеса и достаточно тихая внутри. То есть с шумкой, в принципе, все в порядке. И ощущение такое интересное, что машина вроде бы большая, тяжелая, массивная машина. Но по ощущениям от езды, как будто бы она и небольшая совсем. То есть руль достаточно острый, ускоряется она очень легко, непринужденно. И, в
принципе, такое ощущение, что ты на каком-то небольшом седане, ну, правда, с высокой посадкой, ну, или легком кроссовере, я не знаю. Так юрко можешь туды-сюды ускоряться, поворачивать, очень удобно. И, в принципе, вот эта штука с рулем, да, который тебе не нужно делать много оборотов, чтобы вывернуть, ты очень быстро к этому привыкаешь. И я вот только что сел, выгонял машины с шапов, чтобы заехать на Cybertruck внутрь шапа. И я сел в первую машину, и когда начал разворачиваться, сразу мозг наткнулся на то, что, блин, надо много крутить. То есть очень быстро привыкаешь к вот этому изменяемому углу поворота, и тебе не нужно много оборотов руля делать. Классная штука, на самом деле. Очень удобно и очень быстро привыкаешь. Ну, конечно, Cybertruck большой. Тут как ни крути, он большой. Большая машина, но очень интересно. Вот этот дворник, конечно, Коля называет его Старлинком. Но, судя по размеру, не иначе, как Старлинк. В принципе, конечно, тут особо много рассказывать, показывать нет смысла, потому что уже все это сказано 100 раз, показано 100 раз. Просто интересно рассказать о своих эмоциях. Я на Cybertruck'е ни разу не ездил до этого, я в нем сидел, мы были на выставках, были в дилере, позже смотрели, что трогали, щупали, но я никогда не ездил, поэтому это мои первые впечатления. И я вам скажу, что несмотря на то, что я ожидал каких-то интересных впечатлений, мне все равно понравилось, и ощущения были неожиданными для меня. Поэтому я доволен. И я вам скажу, конечно, колеса у него огромные. Они как бы 20-е, ну, радиус самого диска, казалось бы, 20-й радиус, да, это совсем немного. Но из-за того, что тут 65-й профиль, по-моему, 65-й, 285, 65-20. Из-за того, что у нее очень высокий профиль, они реально огромные, как будто бы у грузовика у какого-то. И поэтому, конечно, да, всякие неровности на дороге оно сглаживает гораздо лучше. Мне сейчас просто интересно, не спеша, посмотреть на Cybertruck, полазить, где-то что-то пощупать, какие-то тонкости, моменты. Именно для меня, как для человека, который занимается ремонтом, в принципе, Тесел, и которому интересно устройство, как это все плюс-минус сделано. Конечно, времени не очень много, но я сейчас постараюсь где-нибудь полазить шаловливыми ручками своими, чуть-чуть посмотреть, что там и как. А завтра днем, по-светлому, так сказать, мы с ребятами соберемся, покатаемся и, скажем, сделаем такой групповой тест-драйв, поделимся эмоциями, впечатлениями и немножечко что-то подснимем для вас. А вот и Александр куда-то едет. Может быть, нас даже с собой возьмет. А вот и Игорюня там сидит. А Игорюня — это герой вчерашнего вечера. Да что, сиди, да как? Садись. Я хотел сказать, что ты это герой вчерашнего вечера. Почему? Что ты всех покатал сегодня? Да, и все очень довольные. Все очень довольны, всем очень нравится. Все говорят, что ожидаемость была одна, а совсем все по-другому. Знаешь, когда люди говорят, типа, на эту машину, как тебе это ведро с болтами? Наверное, они просто не ездили на этом ведре с болтами. Это вообще очень хороший автомобиль. И очень по технологиям далеко ему еще другим машинам. Я не буду называть марки этих машин, не хочу никого обидеть. Но тут очень все интересно. BMW лучше. 8 лучше. Тут все это. А бардачок открывал ты, нет? Я думаю, в новых апдейтах там будет еще, может быть, какие-нибудь секс-услуги. Да. На это надеяться. Но попозже. Но немного попозже. Кстати, прикольная опция, видишь? Открыл эту штуку на багажнике, и можно пить кофе. Для людей. Да. Продушку. Ложи. Если что, можно, знаешь, какая еще опция прикольная? Если ты где-то на природе, здесь, короче, лежит спальник, ты можешь даже не выходя из спальни пить кофе для себя здесь. Тут еще и розетка такая большая. Да, там можно заряжать, там Немо на 220 есть. ничего. Я видел вчера. Сюда бы придумать, понял, такой модуль доставлять. Вот раз, короче, и поехал куда-нибудь на Burning Man. Ай. В конце спалил нахер и все, вместе, чтобы не отдавать. Не, ну за покупками тут можно нормально скупиться, съездить. Слышишь, а модуль можно поставить? Я уверен, что кто-то сделает модуль такой. Да, это, тут столько места, по-любому можно сюда что-нибудь запихать. В общем, такой вот автомобиль. Ходим на него, смотрим. На улице у нас, конечно, прохладненько. Но очень прикольно, очень интересно. И, как я уже вчера говорил, у меня, и не только у меня, сложилось впечатление, что вот ты, когда ожидаешь каких-то эмоций от этой машины, думаешь, наверное, они будут такие. А потом начинаешь на ней ехать и понимаешь, что все вообще не так. И то есть вот это именно момент, когда
те эмоции, которых ты ожидал, они не оправдались, а у тебя совершенно другие эмоции, и они положительные и прикольные. Это очень интересно. Я заметил, что у всех ребят, в принципе, так оно и произошло. И все приятно удивлены, как дети, которым дали прикольную игрушку. И пока только положительные эмоции. Какого-то негатива пока я ни у кого не заметил, поэтому опыт очень интересный. Здоровенные колеса, большая длинная база, из-за чего автомобиль комфортней. Да, внешний вид, конечно, он создает одно впечатление, а после того, как ты начинаешь на ней ездить, впечатление совершенно другое. Я не помню, говорил ли я вчера об этом, но но хочу повториться. Я вот, поездив вчера на этой машине, понял, что ее можно реально использовать на каждый день, потому что до этого у меня было другое ощущение. Мне казалось, что можно на ней покататься, поразвлекаться немного, но использовать ее на повседнев, это будет неудобно и как-то некомфортно. Но поездив вчера буквально часа 3-4, я понял, что на этой машине вполне себе легко можно ездить каждый день, комфортно, удобно, без всяких проблем. Поэтому в этом плане мое отношение изменилось. Давай, Александр, поделись с нами еще мыслями по поводу Cybertruck. Саша просто рассматривает, покупать его или нет. И сейчас как раз второй день размышлений. Это интересно. Я уже готов его купить. Мне он очень нравится. Очень прикольный автомобиль. Кстати, это ничто не разлаживается. Ну, мы еще не все опции тут изучили. Мы-то все время ездим на разных машинах. Мы все время тестируем тесты, все время делаем что-то с ними. Мне надо в семью взять машину, чтобы моя семья ездила. Вроде как они согласны, с другой стороны противятся, что типа запарковаться сложно. А как это все будет выглядеть, а как это ехать, а куда ложить коляску. А если она укатится сюда далеко, это все будет это. Ну, я думаю, что на все это есть целая куча разных вариантов, чтобы это все в багажник можно поделить по секциям, чтобы это все было. Но вообще машина очень классная. Она совсем другая машина. Совсем другая машина. Таких машин, как Cybertruck, я даже не знаю, с чем ее сравнить. Ты ее не сравнишь там по ценовой политике, там ни с Кадиллаком не сравнишь, ни с BMW, ни с Мерседесом. Каждая машина по-своему интересна. Она просто, знаете, как новый iPhone. Ты берешь, телефон берешь, она чересчур такая вся интересная. Так же самое, вроде огромная машина, она сама едет. Ты включил автопилот и приехал домой. Я прямо к дому раз подъехал, и до свидания. Добро пожаловать. Добро пожаловать в будущее. Ну, да. Это, кстати, девочка, которая продает там кофе. Она Теслу выиграла. А какую? I'm driving you guys. Yeah, hi, how you doing? Good, how are you? I told them I never been inside a Cybertruck, so check it out. Enjoy? Wow, it's very spacious. Yeah, a lot of space Oh here. my God, this is glass too? Yeah. Hey, is it true this bulletproof? I'm not sure. Yeah, we have this car the second day. It's so interesting experience for us. Yeah. Yeah, it's spacious. I feel like I'm in a spaceship. Yep, me too. By the way, when he makes the spaceship to go to another planet, it's gonna look like this. You know what I'm talking about? I know. He wants to Go to Mars? go to Mars and make it livable. Go to Mars, I have special sign. Go to Mars! His first ship is gonna look like this. Did you see how he went when the Trump? Okay, first of all, I did see it. He said, "From my heart to you." But other people done that before. I'm just making Yeah, fun. a lot of people are My stupid. heart to the Mars. Yeah, That's what it is. my heart to the Mars too. I gotta go. Yeah, you wanna see maybe something? What? You wanna see how is the front? How is everything? Коля там его не откроет. Я хотел сказать по поводу того, что мы скоро будем ехать на автошоу, и там выпустили новый Линкольн. Кадиллак Escalade новый выпустили электрический. И его цена идет от 150 тысяч долларов. А эта машина идет от цены, наверное, сейчас, наверное, где-то 88, да, идет. И вот просто какая колоссальная разница, 150 тысяч или 88. Но я уверен, что тот Линкольн тоже будет прикольный по-своему. Конечно, там будет там массаж сидений, наверное, будет, наверное, там разные такие интересные свои пасочки. Но по смарту, по умности машины, я думаю, это ничего не перебудет. 100%. Там будет акцент больше на какую-то премиальность, на какой-то салон, на отделку. Но я думаю, в плане технологий и всего остального, Линкольну тяжело будет тягаться с Теслой. Кадиллаку, не Линкольну. Кадиллаку, да. Будет намного тяжелее тягаться. Он будет намного моднее, намного красивее. Я даже уверен, что даже в цене от 150 тысяч он очень сильно просядет вниз. Очень сильно. Мне кажется, это большая цена очень. Скорее всего, в себестоимости он у них очень дорогой получился, поэтому они сделали ее таким дорогим. А по поводу Cybertruck, даже руль ты берешь, поворачиваешь, у тебя нету два оборота, у тебя есть только... Да, это очень прикольно.
И раз. Steer-by-wire это интересная технология, как ни крути. И, кстати, до сих пор, несмотря на то, что Cybertruck уже давным-давно ездит по улицам и Америки, и не только, люди до сих пор продолжают удивляться и смотрят на него, улыбаются. И, короче, эта машина до сих пор приносит позитивные эмоции. Особенно, когда они видят, там, когда открывается передний багажник или заднее колесо поворачивается, какая-то искренняя такая улыбка и хорошие эмоции появляются у всех людей, что как бы прикольно тоже. Вчера был день рождения, тоже говорю, Cybertruck, а мне говорят, что в Калифорнии их становится с каждым днем все больше и больше и больше. Типа люди поняли вкус этой машины, и они их просто покупают сейчас, очень хорошо покупают. Это у нас здесь, примерно, там, Чикаго, там все боятся, говорить, что, знаешь, как электрический автомобиль, там, взять Нью-Йорк, там, типа паркинг, проблема. Но покупают очень хорошо в Калифорнии эти машины. И каждый, кто купил, тот понимает, что это классный автомобиль, что он стоит каждый цент, который они вложили. О! From my heart to Mars. Так, вот машина в самом нижнем положении. Ну, не сказать, что она прям низко, но сейчас мы ее поднимем в самое высокое. Она, кстати, достаточно быстро очень поднимается. То есть очень быстро поднимается. Обычно пневмо Теслы поднимается, ну, смотри, насколько поднялась. Не, она реально поднялась очень ощутимо. Наверное, сантиметров на 10 поднялась, да? А может даже больше, чем на 10 сантиметров поднялась. Ну, такой вот клиренс получается полностью в максимуме, когда Air Suspension стоит. Ну, она реально, да, такая стала, раз как козлик, да, такая вверх. У нее такая крякла, как у полицейской машины. Да, чувствую себя на Cybertruck'е, а восстанавливаю как на Приусе. 321-52, остановитесь, примитесь вправо. Получается, вот так вот где-то это максимально. А ну давай, Коль, в самый минимум опустим. Какие пневмобаллоны огромные. Быстро опускается очень и поднимается быстро. Так, вот минимум. Ну, где-то вот такая разница. На камере, наверное, сложно будет понять немного. Это надо с рулеткой мерить. Но рулетки у нас нет, поэтому будем, так говорится, на глаз. Да, многие жалуются на то, что лапается. Видно, маркая очень. Но, в принципе, для нас тогда не так страшно, потому что тут вообще кто-то ходил. Я не знаю, может быть, для того, чтобы здесь что-то грузить, ложить. Не совсем я еще понимаю, зачем это, но сиденье вот поднимается. Сидушка. В траках, так я думаю, эта функция их взята еще с Форда, с Рама, так на всех траках это делается. Просто так как у нас никогда не было пикап-траков, мы никогда не обращали внимания на это. Это зарядник? Да, это порт не ломай. Когда багажник, когда находится на улице, а ты должен что-то в салоне положить, наверное, ты представляешь, что какие-то стоят... Ну да, я так и понял, что это просто делается для того, чтобы как бы было место им на какой-то груз положить. Поэтому ты сидушку так раз опустил. Находиться в тепле. Ну да. А если что, так раз опустил ее, опа, и все, и сидушка. Вот такая вот прикольная опция, да, действительно, наверное, она присуща именно тракам, машинам таким, чтобы ты мог положить что-то именно не в открытый багажник, ну или закрытый, а чтобы это в салоне оставалось и как бы было тебе комфортно. Вот вам караоке можно петь. Впереди нельзя петь, а сзади можно петь. Что, впереди тоже можно? Значит, сзади только ездят пьяные. Короче, эта опция очень удобно подходит, когда ты забираешь своих друзей с ночного клуба пьяных, и они, пока ты их ведешь домой, они орут караоке и такие, и говорят тебе, супер машина, классная. От 0 до 100? В общем, мы потом поставим таймер на видео и посмотрим, за сколько секунд мы разогнались до 60 миль, до 100 км в час. Я думаю, что там не будет какого-то супер показателя, потому что это не Cyber Beast, это двухмоторная версия. Но я думаю, для такой большой машины показатели будут все равно достойные. Чуть позже глянем, сколько в секундах там получилось. Можем проследить эволюцию автомобилей, да? Вот такая машина существует. А раньше вот такие вот автомобили. Кто-то коллекционирует, наверное, здесь машины. Такая вот машина, такой вот Мерседес. Не знаю, какой это Мерседес, я плохо в них разбираюсь, в кузовах. Но это прикольно. Купешечка. Ля, какая машина старая, да? Это какая-то военная машина. С технологиями, глянь, стекла там открывались передние. Да. Глянь, еще здесь. Так, 123 получается. Фары у нее какие-то интересные. Ну, это уже Кадиллак, да? Американский автопром классический. Сейчас главное, чтобы не вызвали полицию, скажут. Пройдет какое-то время, и Cybertruck будет также стоять среди этих машин. Такой вот небольшой тут легкий музейчик. А, кстати, если ты разбил экран, у тебя есть дополнительная опция. Можно здесь включать паркинг, драйв, реверс, ньютрал. Все здесь. Так что есть запасные варианты. Даже если кто-то разбил тебе монитор, то ты можешь все равно поехать. О, Лень, хозяин. Ух ты, Лень. Блин, я сдалека такого не увижу. Ну, давай сейчас подъедем. Мы тут пока ехали, немного заблудились, сейчас дорогу хотим узнать, проехать. Извиняюсь, а подскажите, куда ехать там?
На Маунт Проспект. Хозяин автомобилей тех. Направо, все понятно, на связи. Конечно, вот эта вот опция автопилота для людей, которые вообще не ездят, допустим, да, там, Да. просто идеально. Допустим, если ты боишься ехать в большом городе, где-то в Нью-Йорке, там трафики, еще какие-то эти, ты просто сел, включил и поехал. Не обязательно Cybertruck, можно и на байке, Да, но на любом. только не на моей. Вот. А так включил и поехал, у тебя вообще просто там 100% кто-то в тебя приедет, а не ты в кого-то. Же прикольно даже в этом режиме, когда у тебя FSD, ну, на весь экран, есть вот тут часть, да, где у тебя навигацию показывает. Ничего. Да, можешь зеркало заднего вида включать. Видишь, тут много через свайпы реализовано, ну, по менюшке, по работе. А вот этого нету. Ну, это есть только слабые технологии. Слабый, да. Если ребенок сядет, допустим, и включит автопилот, поедет ли она с ребенком куда-то там? Да, допустим, если бы я был балованный 3-летний или 5-летний такой программист. Да ты был балованный, что ты был. Я не был, я всегда был послушный. И раз. А еще знаешь, что прикол? Вот она сейчас не остановится, она будет, она тебе скажет, что типа, ну вот у меня во всяком случае всегда так бывало. Она будет тебе сказать, что типа маршрут из финиш или как-то так, но она не остановится. Ну давай посмотрим, что он будет делать. Запаркуется, братка. Прикинь. Еще никуда она не паркуется. Вот и все. И как-то она стала, так видишь, поворот включила, что она хочет делать. Короче, тут в этом плане чуть-чуть непонятно еще, как она до конца работает. Но все равно оно тебе привезло. Да? Привезло? На немецком. Дорогие товарищи, уебан забит-то. Водитель Мазды EH71 430. Леснитесь направо. Коля сейчас распугает просто всех вокруг людей и полицию кто-то вызовет. Короче, сейчас будем пробовать заряжать Сашину Model Y. Будем пробовать заряжать от Кибертрака. Именно заряжать. Мы не будем там подкуривать аккумулятор. Делать полную зарядку. Вот зарядка. Кстати, там, по-моему, надо включать с экрана эти, как он называется, розетки. Беремся. Ну, давай попробуем для начала. Вставляем. Там нет коннекта. Сейчас пойду включу. Если бы я еще, конечно, знал, где это, но я сейчас попробую быстро найти. Outlets and modes, outlets, power fit. Так, ага, включилась. Розеточки я включил. Так, что у нас тут? Пробуем, что она нам будет заряжать, интересно. Вставляем. Так, зарядка пошла. Давай посмотрим, что он будет нам заряжать. А ну-ка, интересно. Так, показывает, что доступно 32 ампера. 18, 23. Я думаю, 32 ампера оно даст. 7 киловатт, да. Реально заряжает 7 киловатт, 32 ампера. От Cybertruck заряжает Model Y без проблем. Прикольно. Я не знаю, если меня не убьет. Да оно не должно так сработать. Это будет первое видео на YouTube, если что. Можно? Я не знаю, давай попробуем. Красная. Нет, она так не дает заряжаться. Ага, Charge Communication Lost. А вот и первые ошибки у Cybertruck. Конечно, не без наших шаловливых ручек. Не, прикольная опция, реально куда-то приехал кого-то и под это. Ну, где-то кто-то заглох, там, ну, случилось такое, подъехал, подзарядился. Подъехал, подзарядил. Классная штука. Причем я немного удивлен, что вот эта розетка, да, вроде она здесь, на борту машины, она дает реально 7 киловатт. Ну, что немало. То есть она полноценно дает 32 ампера. А может быть, даже если ты просто Model Y... А, подожди, она заряжается больше, чем 32 ампера? Заряжается. Ну, сама зарядка только 32. А, сама зарядка 32 ампера. Если была зарядка больше, то она может быть и больше будет, чем 32 ампера. На самом деле очень прикольная, классная опция. Может пригодиться в обычной жизни. Расскажи, Коля, про свои эмоции после первого тест-драйва. Какие ощущения? Тебе с веселой улыбкой или как? Ну, мне понравилось. Машина прикольная, нравится, очень хорошо. Едешь как будто на маленьком автомобиле. Все четко. Камеру можно помыть, видим? Ага, да, новая как камера. Прикольно. Очень технологичная машина. Поворот руля в полоборота, вот так все, выворачивается руль полностью. Очень прикольно, очень классно, не знаю, легко в управлении, поднимается, опускается. Мне нравится. В
принципе. Если посмотреть так, автомобиль очень большой. Если, допустим, ты не готов ехать на большом автомобиле, то как бы... Но мне, допустим, если я бы брал, мне больше нравится история, допустим, Икса. Я бы взял бы себе Икса, потому что мне на 7 мест, и для меня, мне кажется, было бы практичнее. Музыка прикольная, все, что надо, все есть, все работает. Если ты любитель пикап-трака, бери, не думай ни о чем, едь и наслаждайся. Если смотреть на минуса этого автомобиля, то сильно вот это вот пространство. Не понимаю, что с ним делать и как это вытирать. Еще здесь материя, вот это материал. Очень, допустим, оно еще с поролончиком, я думаю, что в какое-то время просто оно раскрошится и начнет отставать. Стекло протирать, неудобство. Там, в принципе, сзади место удобно сидеть, там не напрягает тебя. Даже то, что это пикап-трак, обычно на пикап-траках сиденья стоят по 90 градусов углом, более-менее. Здесь более-менее сидишь нормально, отлично. На самом деле никаких неудобств не испытываешь. Если ты чуть-чуть высокий, то сзади там можно головой упереться в стекло на большой кочке. Это на хорошую рыбалку съездить. Еще сильно смущает, допустим, если смотреть на будущее, цена колес, допустим, такие вопросы вот какие-то, я не знаю, просто оно огромное, сколько-то оно, наверное, там, наверное, оно стоит будет по баксов 700, наверное. Ну, колеса огромные, да. Да. Колеса большие. Опять же, через сколько это все износится и, не знаю, прикольно, подогревы сидений, камеры, вот это все. Самый главный момент, ты эту машину можешь дать маленькому ребенку, и она его привезет туда, куда тебе надо. То есть, если бы дети реально могли бы сидеть в машине, допустим, и поставить, вот, допустим, с ресторана меня бухого забрать, то она приедет и заберет. И будет сидеть, опять же, как на это отреагирует Тесла? Может быть, здесь в камере, потому что если ты держишь телефон в руках, то она тебя предупреждает и суспендает, чтобы ты не мог ехать. Тебе прилетают страйки, я не знаю. И за эти страйки, допустим, если ты 3 раза не послушал машину, что уберите телефон, то тебе отключают автопилот на 24 часа, по-моему, первый раз, потом на несколько дней, а потом вообще тебя суспендать Я могут. точно не знаю, насколько, ну да, у них там есть определенная... Интересно, если оно работает на детей. Допустим, взять, мало кого-то посадить маленького 10 лет и дать поехать. Можно, допустим, включить. Как будет это воспринято системой Tesla? Пока непонятно еще. Проверим. Надо сейчас найти кого-нибудь. Ребенка нас судят. Эй, иди сюда. О, собачка, дама с собачкой. Можно и Чарлика посадить тоже. Так вообще прикольно, что тебе на сегодняшний день тебе просто вообще не надо никакие навыки вождения, чтобы она тебя привезла. То есть, если посадить человека даже без прав, который вообще не шарит, что происходит, она приедет туда, куда надо по навигации. Да. В принципе, не бюджетный, но хороший вариант. Если у тебя нет прав и нету навыков, ты можешь полностью приехать. Вот это, конечно, тоже в пикап-траке, допустим, белое. Если ты там работаешь и возишь какие-то вещи, руки грязные, то это все будет есть салоны еще. убийственно. Да, но это надо поменять. Слава богу, что не белые сиденья. Они подумали, что они будут, наверное, его давать в аренду, вот так вот. Такая прикольная история здесь еще с санвизором, да, с козырьком. Ты вот в таком положении здесь есть вот такой, так сказать, механизм, который его немного перемещает, когда ты отодвигаешь. Если его начать отодвигать, то вот здесь оно вот так вот начинает двигаться сюда, чтобы не цепляться за потолок. Да. Вот так вот. То есть, еще раз покажу. Еще очень прикольное разрешение у камеры. Реально очень классная картинка. Офигенная. Ну и омывайка, как Коля уже говорил. Класс. Еще такая прикольная опция здесь есть. Она, по идее, находится в Controls, где я там Dynamics, да, нашел вот здесь. Называется Auto Shift Out of Park. Ну, то есть, получается, тебе не надо этот ползунок куда-то бегать, а он, в принципе, понимает в большинстве случаев, куда тебе надо ехать, вперед, назад. Вот сейчас я просто нажимаю педаль, и он автоматически мне включает драйв вперед. А если, допустим, у нас сзади будет какое-то препятствие, вот сейчас попробуем. Или впереди получается препятствие. Вот. Сейчас делаем, допустим, вот так. Возле машины станем. И по идее, если сейчас мне нужно будет поехать, я просто нажму тормоз, и он включает заднюю передачу, не переднюю. То есть он примерно понимает, куда я хочу ехать, и угадывает мое направление. И говорят, что в 95% случаев эта штука работает. Достаточно вместительный подлокотник. С холодильником. Если сказать про руль, он, конечно, очень такой интересной формы. Но я не знаю, я не скажу, что он какой-то неудобный. Необычный, да, к кнопкам надо привыкать. Ну, чтобы это прям большая проблема, я не скажу, что заметил. Ну, конечно, этот поворот максимальный на небольшой выворот. Очень удобная штука. Причем машина вписывается в очень маленький угол, получается. И очень легко разворачиваться даже в узких местах, несмотря на то, что машина очень большая. Ну и, конечно, сама визуализация всего.
Прикольно очень на самом деле. Такой себе киберпанк. Прикольно, что видно машину и видно вокруг другие машины, видно дорогу. То есть реально машина видит вот так вот окружающий мир для себя в таком виде. Видишь, еще отмечены красным, насколько дистанция. Видишь, до бордюра, типа до задней машины. Что Да, действительно. Если дистанция маленькая, то он об этом говорит. Прикольно. Но я бы, если честно, конечно, вот эти переключатели вперед-назад, ну, драйв и там так далее, и поворотники, я бы переключатели оставил под рулем, потому что это очень-очень на самом деле удобно. Не, ну это же дублирующие, как бы они на всякий случай ты этим пользоваться не будешь. Ну да. А вот именно для обычной постоянной каждодневной езды я бы вот эти рычаги, все-таки рычажки оставил, потому что это все равно остается самым удобным, как для меня, во всяком случае. Понятно, что есть вот эта функция, которая как бы предугадывает твое направление, но может быть, к этому надо привыкнуть, может, пройдет какое-то время, и мы не будем на это обращать внимание, но сейчас хотелось бы, чтобы они были. Да, действительно, оно, конечно, затирается, но это все-таки вопрос материалов, а не самого функционала. Ну, интересно. Оно всегда, когда что-то новое и непривычное, оно всегда вызывает смешанные чувства, поэтому надо об этом тоже не забывать. Да, здесь место, конечно, в капоте, но, наверное, оно из-за того кажется, что маловато, потому что нет ощущения, как корыто. Если бы здесь было, допустим, да, как корыто, и шло бы вот здесь вот так вот, чтобы ты мог прям туда закинуть. А так ты, получается, ставишь и прикрывается. Из-за этого кажется, что, из-за того, что оно срезано, немного места. Не, ну сумка какая-то сюда поместится, понятно. Потому что, по сути-то, оно прикрывает здесь вот так вот, внутри еще есть. По объему не сказать, что она маленький передний капот, передний багажник, но да, в принципе, у нее свои особенности есть. Прикольно было, короче, ты приехал сюда, короче, самограйку, как мы это, здесь стул, и сыграл, а там через колонки, чтобы это... Подведем небольшие итоги нашего тест-драйва. Поделимся, так сказать, еще раз эмоциями. Все-таки у всех они были разные, все по-разному ощутили эту машину. Машина интересная, кто бы там что ни говорил. Такой вот Cybertruck, Foundation версия, еще самый первый. Що перше враження про Cybertruck? Хейт, мабуть, неоправданий. Типу всі там хейтять, от там якийсь трикутник, вона тверда, вона фігова. Мені здається, це завжди про такі машини говорять люди, котрі не до кінця в ній розбираються. Або поверхнево, наприклад, там побачила, десь там сусід розказав, там хтось якийсь блогер сказав. Тачка прикольна, м'яка, вона от відчувається саме ця її важкість, дуже класно відчувається. Поворотка дуже класна. От я думаю, що там пацани не дадуть збрехати. Володя, ти також катався, типу, за рахунок того, що в неї там повертає задня вісь, вона взагалі дуже класно відчувається. Кольоса класні, хоча вони не шумлять, вони виглядають дуже агресивно, типу, дозволяє десь там якийсь сніжок, невелике болото. Ну і класна штука, типу, всі зразу затягують в пленку її. Пленку там розмальовують, ну да, типу, брендування це класна штука, але в плані, типу, щоб якщо затягувати її в пленку, я думаю, не варіант, не? Навіть на парковці десь, типу, там коцнути, це взагалі для неї, типу, не проблема. Там відкриваєш з розгону дверку, там товчаєш якийсь там Hyundai Sonata. Ну, класна тачка. Прикольно. Да, вона дорога. Поки вона дорога, вона буде на неї будуть накидати. Але тільки вона подешевшає, вау, така класна тачка, вау, в неї там такі функції і так далі. Це як люди зараз там до старих Model S там дориваються за невеликі гроші, такі вау, класні машини. А як виходили, типу, всі на них накидали. Але, мабуть, треба, щоб людина розумілася, типу, і любила електромобілі, тому що, ну, якщо ти хотів там F-150 взяти якийсь, там, а після того там чи якийсь Hammer, типу, ти дуже кайфуєш від тої тачки. Ну, мабуть, Cybertruck, там багато недоліків для тебе буде. Але як тачка, взагалі бомба. Я думаю, что у меня уже будет Cybertruck. Одним словом скажу так. Да, одним словом фидбэк такой, что если даже его сейчас не возьму, я его возьму через месяц. Не через месяц, через полгода, но я по-любому возьму эту машину, она будет радовать мою семью, и я буду на ней кататься и получать удовольствие. Эта машина на все случаи жизни. Просто. Надо что-то перевести, диван, закинул диван. Конечно же, ты когда покупаешь эту машину, то, может быть, на нее надо как-то бережно относиться. Но, находясь в этой стране, ты относишься к этому, просто ты
делаешь все, что ты хочешь, и получаешь от этого Ну да, можешь удовольствие. диван повесить, можешь холодильник, можешь поездить по какашкам. Что хочешь делать, да. Вообще без... Поэтому, ребят, все, кто говорят, что Cybertruck это плохая машина, не верьте им. Для того, чтобы это сказать, ты должен это попробовать использовать. И тогда ты поймешь по-настоящему, что это такое. Поэтому покупайте машину. Что я думаю? Я думаю, что Cybertruck машина хорошая, машина прикольная. Катишь как на легковой машине, управляешь легко все. Очень прикольно, что все вот эти, ну, не знаю, инновации все, вот это мне, конечно, нравится. Разворот у нее очень хороший, хотя машина очень большая такая. Я бы имел бы такую бы машину, если бы у меня была семиместная машина, которая повседневная. Я бы взял бы такую и катался. Допустим, если выбирать из каких-то машин, которые там бензиновые или дизельные, наверное, я бы взял бы такую. Если, допустим, твоя какая-то опция, если тебе нужно тянуть какой-нибудь трейлер, у тебя есть дом на колесах, я бы брал бы, наверное, все-таки машину, которая будет ехать на Да, если дистопливе. ехать далеко, Если то- твоя машина — это твоя местная машина, там что-то надо привезти, допустим, какие-то. Даже если ты работаешь просто construction, если ты, допустим, работаешь, строишь дома или что-то там делаешь, эта машина удобно что-то привезти, щебень, шмебель, все, что хочешь. Если все-таки ты едешь куда-то далеко, то у тебя другие варианты. Не знаю, опять же, все новое, полностью внутри. Все, что руль у тебя не связан с колесами, вот это все, вот эти все вывороты, развороты, полностью все вот это, оно дает, ну, когда ты едешь, у тебя полностью совсем другие ощущения, чем ты едешь на какой-то бензиновой машине. Подруливающие задние колеса. Но на оффроуд я бы на ней бы не сувался куда-то. В пески, в броды куда-то. Она, наверное, сильно тяжелая все-таки по своему этому. Если у тебя, допустим, там снег, просто куда-то заехать, выехать без всяких проблем, едь, наслаждайся. Выходить удобно, она сама опускается. Вот эти все автономные какие-то у нее там опции, это, конечно, дает очень много всяких прикольных опций. Остановился, она опустилась. Нажал на педаль, она поехала вперед. Впереди машина, она не едет вперед, включает заднюю. Парковка. Привезла, увезла сама, куда там ты навигацию не включила, она везде тебя доставит, и все будет нормально. Без всяких казусов. Окей, спасибо за фидбэк. Берите. По дешевке продаем, тайтл пришлем позже. Ребят, я только что созвонился, в общем, все равно надо машину будут обклеивать в какой-то этот. Я на одной двери напишу про гараж, на другой напишу кармастер, на третьей Dart Motors. Каждый по $200, а я буду бесплатно ездить. Это очень выгодно. Все равно рекламу надо будет делать. Поэтому я предложу всем, я думаю, что поддержат меня все ребята, и каждый чик-чик, а я буду кататься. Такие вот фидбэки были у ребят, у всех разные ощущения, но это интересно всегда посмотреть, послушать. Про себя могу сказать то же самое, мне понравилось. Я рассчитывал на одни эмоции, думал, что я так отреагирую. Мое мнение изменилось о машине, об этом я уже тоже говорил. Поэтому спасибо компании Tesla за предоставленный тест-драйв. Нам понравилось. Че, Чоля, ну поехали. Вы попали к нам на канал. Теперь Так что знала. будете смотреть себя. А вот это оно само, да, показывает, что я обгоняю? Да, ну все само О показывает. май гад! Классно. Тут стопайте, вы сам знаки не выполняете. Нет, ты должна сама сейчас нажать на стоп, остановиться и потом поехать. У меня давление космическое прижимает. И как ваши ощущения? Вот вы первый раз проехались на такой большой машине, я уверен, вы не ездили на такой большой машине, наверное. Как вот вы первый раз проехали, какие у вас ваши ощущения? Вот просто вот так вот, не думая даже. Космические.